Всем привет, друзья, с вами Jackson Code, и в этом видео мы разберем компонент Transform и научимся управлять ним через скрипты. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, и мы начинаем. Для начала создадим новый проект и назовем его Lesson Transform. Давайте создадим на сцене пол. И разместим на нем 3 куба. Теперь давайте поменяем им цвета при помощи материала на зеленый, синий и красный. И дадим им соответственные имена: Green, Blue и Red. Итак, компонент Transform определяет положение, вращение и масштаб каждого объекта в сцене. У каждого объекта есть компонент Transform. Он находится в самом верху инспектора. Position отвечает за положение объекта в сцене. Если я изменю значение X, то куб переместится на заданную координату по оси X. Rotation отвечает за вращение. Изменяя значение Y, я вращаю куб относительно оси Y. Scale отвечает за масштаб. Если я изменю значение Z, то куб увеличится к этому значению по оси Z. Итак, давайте научимся управлять этими значениями через скрипт. Создадим в папке Asset скрипт Transform Position Editor. И откроем его. В этом скрипте мы будем перемещать объект. Для перемещения нам нужно задать скорость. Для этого создадим приватную переменную speed и зададим ей значение 1. В методе update мы будем перемещать объект по оси Y при помощи метода translate класса transform. Для этого пишем transform.translate в скобочках 0 для оси X. Для оси Y мы умножаем скорость на time delta time и 0 для оси Z. Сохраняем. Перейдем в Unity. Кинем этот скрипт на зеленый куб. И запускаем. И мы видим, что наш куб движется, но он улетает куда-то за сцену. Давайте ограничим его движение. Переходим в скрипт и зададим две приватные переменные: максимальная высота и минимальная высота, на которой может подниматься или опускаться куб. И зададим им значение 10 и 2. И создадим еще одну приватную переменную реверс, которая нам пригодится для реверса движения куба, когда он дойдет до точки ограничения. И присвоим ей значение 1. Теперь напишем в методе update код для ограничения перемещения до этих значений. Сначала мы изменим код перемещения, дополнительно умножив скорость на переменную реверс. Далее пишем if transform position Y больше либо равно max height, тогда мы меняем значение переменной реверс на минус единицу. То есть, если положение куба по оси Y будет больше либо равно значению, которое мы указали в переменной максимальная высота, то мы меняем значение переменной реверс на минус единица, что нам даст обратное движение куба, так как теперь значение произведения speed, reverse и delta time будет отрицательное число. Далее пишем else if transform position Y меньше либо равно min height, то мы меняем значение переменной реверс на единицу. Опять же, если положение куба по оси Y будет меньше либо равно значению, которое мы указали для переменной минимальная высота, то мы меняем значение переменной реверс на единицу, и куб снова будет перемещаться вверх. Сохраним и запускаем сцену. Как мы видим, куб движется, но уходит за границу экрана, так как мы задали слишком большое значение для максимальной высоты. Нужно это исправить. Переходим в наш код. И чтобы постоянно нам не приходилось переходить в код для изменения значений,
необходимых нам переменных, мы воспользуемся атрибутом SerializeField. Он нужен для отображения переменных в инспекторе, где мы можем менять их значение. Для этого перед переменной пишем квадратные скобки SerializeField, и так возле каждой переменной, которые нам могут пригодиться. Сохраняем и переходим в Unity. Теперь в инспекторе нам доступны переменные Speed, MaxHeight и MinHeight. Изменим значение MaxHeight на 4 и запустим код. Отлично. Теперь куб перемещается вверх и вниз по оси Y со скоростью 1 единица. Еще я хотел бы показать, зачем же нам все-таки нужно умножать скорость на time delta time. Давайте перейдем в код и допишем его, чтобы можно было наглядно это продемонстрировать. Добавим приватную переменную из delta time, типа bool. И переменную fps limit, типа int. В методе start пишем application target frame rate равно fps limit. При помощи target frame rate мы ограничиваем fps. В апдейте пишем if из delta time и переносим сюда код перемещения. Else и копируем сюда код перемещения, но удаляем time delta time. То есть, если значение из delta time равно true, то будет запускаться код перемещения с delta time. Если значение из delta time будет равно false, то будет запускаться код перемещения без delta time. Сохраняем, переходим в Unity. В компоненте Transform Position Editor ставим галочку из delta time и FPS limit на 5. Запускаем. А теперь давайте остановим и зададим значение FPS limit на 30. И запустим. Как мы видим, при 30 кадрах в секунду куб движется плавнее, но с той же скоростью. То есть он проходит то же расстояние за то же время, независимо от частоты кадров. Теперь давайте уберем галочку из delta time и поставим 1 FPS. И мы увидим, что за один кадр куб перемещается на 1 единицу. Остановим сцену, поставим 5 FPS и запустим. И мы видим, что он стал в разы быстрее двигаться, хотя скорость мы не меняли. А теперь представьте, что вы с другом играете в гонки. В коде игры скорость не умножалась на time delta time. Ваш компьютер выдает в игре 60 FPS, а компьютер друга 90 FPS. Только из-за этого ваш друг будет в разы быстрее, потому что скорость ваших авто привязана к FPS. Вот чтобы такого не происходило, нужно использовать time delta time. Теперь давайте изменим значение масштаба через код. Создадим скрипт Transform Scale Editor. И открываем его. Удалим метод start, он нам не пригодится. Создадим переменную speed, которая будет отвечать за скорость изменения масштаба. Создадим переменные MaxHeight и MinHeight, которые будут отвечать за ограничение изменения масштаба по оси Y. И переменную Reverse со значением 1. В апдейте пишем Transform Local Scale равно New Vector 3, скобки Transform Local Scale X, запятая, Transform Local Scale Y плюс Speed умноженное на Reverse умноженное на Time Delta Time, запятая, Transform Local Scale Z. То есть каждую итерацию метода update мы будем создавать новый вектор, который будет передавать в компонент transform следующее значение масштаба.
По x и z их текущее значение, то есть мы их менять не будем. А по y мы будем умножать скорость реверс и time delta time, добавлять его к текущему значению y и передавать это значение. Теперь ограничим масштаб. Пишем: если transform local scale y больше либо равно максимальной высоте, то меняем значение реверса на минус единицу. Также, если значение transform local scale y меньше либо равно минимальной высоте, меняем значение реверса на единицу. Сохраняем. Переходим в Unity. Кидаем скрипт на куб. Ставим значение скорость на 1, максимальную высоту на 4 и минимальную высоту на 1. Запускаем. И видим, как куб меняет свой размер. Теперь давайте заставим третий куб вращаться. Для этого создадим скрипт Transform Rotation Editor и открываем его. Удаляем метод Start. Создаем приватную переменную Speed, которая будет отвечать за скорость вращения. А в апдейте пишем Transform Rotate скобки по x 0, по y скорость умножить на time delta time, по z 0. Transform Rotate отвечает за вращение объекта, и мы указали, что по x и z мы не вращаем, то есть указали значение вращения 0, а по y мы указали значение скорость умноженная на time delta time. Сохраняем. Переходим в Unity. Кидаем скрипт на куб. Ставим значение скорости на единицу и запускаем. Мы видим, куб вращается, но очень медленно. Изменим значение скорости на 50. Запускаем. Вот так, отлично. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и задавайте вопросы в комментариях. Также хочу напомнить, что все скрипты и папки с проектами к каждому видео доступны в моем патреоне. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. И всем добра!